Сегодня мы с вами обсудим механизмы общественного влияния на банки развития и компании, которые берут у них кредиты. А главное, мы поговорим о том, как их использовать для защиты природы и прав человека. Здесь можно выделить несколько направлений: доступ к информации, участие в разработке политик банков, обжалование действий компаний, получивших кредит банка, обжалование решений банка о выдаче кредита. Часто мы оказываемся в ситуации, когда рядом вдруг начинается какая-то стройка, выселение людей или вырубка леса якобы под инвестиционный проект. Но у нас нет никакой информации, кто и зачем это делает. В таких случаях международные банки развития могут быть источником информации. ЕБРР и Европейский инвестиционный банк размещают на своих сайтах информацию о проектах, включая название и контакты компании, которая получила кредит, размер финансовой помощи, суть проекта, его месторасположение, а главное – экологические и социальные риски. Если это проекты со значительным ожидаемым влиянием, так называемые проекты категории А, то банк или клиент банка обязаны разместить у себя на сайтах следующую информацию: экологическую и социальную оценку проекта, нетехническое резюме оценки воздействия проекта на окружающую среду, план по управлению экологическими и социальными рисками, план работы с заинтересованными сторонами, стратегию изъятия земли и переселения людей, если это актуально для проекта. Все эти документы должны быть доступны любому заинтересованному. Поэтому банк и компания-клиент обязаны опубликовать их на своих сайтах. Эти документы всегда доступны на английском и иногда на языке страны присутствия. В случае Центральной Азии это может быть и русский язык. Если какой-то информации нет на сайте, то ее можно запросить, направив информационный запрос через онлайн-форму или по электронной почте. Кроме того, можно пожаловаться в специальный орган на отсутствие такой информации. Все политики и стратегии банков, например, экологическая, антикоррупционная или гендерная, проходят этап общественных консультаций, когда необходимо пересмотреть, обновить или даже разработать новую стратегию. Для этого банки организуют встречи или онлайн-семинары для широкой общественности, в том числе для неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций, журналистов и многих других. Цель этих консультаций – обмен мнениями по предложенному варианту политики или стратегии. Итоговая версия будет принята на основе внесенных предложений. Даже если законодательство вашей страны не предусматривает подобные консультации, компания, получившая кредит от Банка развития, должна их провести, чтобы узнать и учесть мнение общественности. По результатам таких консультаций в проект могут быть внесены изменения, в том числе в части его размещения, используемых технологий или компенсации ущерба. Такие консультации – это хорошая и совершенно официальная площадка для того, чтобы задать все волнующие вас вопросы и требовать ответа на них. К сожалению, компании довольно часто игнорируют или очень формально проводят консультации. Поэтому в интересах общественности требовать проведения этой процедуры и активно в ней участвовать. Перед тем, как принять решение о выделении кредита, банк проводит экспертизу своего клиента, чтобы оценить, насколько он благонадежный, эффективный, то есть сможет ли он успешно реализовать проект и выплатить кредит. Если банк регулярно получает информацию от общественности или журналистов, что компания замечена в нарушении прав человека или что она не следует социальным и экологическим стандартам, это может послужить сигналом для банка усомниться в благонадежности клиента и пересмотреть решение о его финансировании или поставить дополнительные условия. При этом для компании клиента это будет поводом изменить свое поведение в вопросах обеспечения экологической и социальной безопасности или соблюдения прав человека, чтобы сохранить возможность получать кредиты в дальнейшем. Например, в 2013 году общественные активисты из России обратились в ЕБРР с информацией о значительных нарушениях законодательства и репрессиях в адрес активистов со стороны компании «Кроношпан», которая должна была получить кредит банка на строительство деревообрабатывающего предприятия. В результате банк принял решение не финансировать проект. Даже на этапе реализации проекта и выплаты кредита вы можете связаться с представителями банка и сообщить о несоответствии проекта или поведения компании клиента политикам банка и попросить принять соответствующие меры.
банк находится в постоянном контакте с клиентом и может рекомендовать клиенту, но подчеркиваю, только рекомендовать изменить свое поведение в отношении заявленных проблем и лиц, чьи права были нарушены. Так как компания-клиент заинтересована в получении кредита в будущем, этих рекомендаций может быть достаточно, чтобы она изменила свое поведение. Например, в 2020 году общественные активисты из Узбекистана обратились в Азиатский банк развития с жалобой на непрозрачное расходование средств, выделенных правительству Узбекистана для борьбы с коронавирусом. После этого Министерство финансов Узбекистана частично опубликовало информацию об использовании средств, в том числе перечень заключенных контрактов. А четвертым элементом общественного влияния на банки развития является механизм подачи жалоб. Но об этом я расскажу в следующем видео.